Слава Украине, привет всем от Полонского. Вчера было 100 дней работы, так сказать, Трампа, если это можно. Вот то, что он делает, если это можно вообще назвать какой-то работой, а не другими словами. Вот. Он там станцевал брачный танец павиана перед своими магопитеками, которые там собрались его поприветствовать. Как это все выглядело, конечно, внизу в описании данного ролика будут все ссылочки, о которых я сейчас буду говорить. То есть, чтобы вы не думали, что это я повыдумывал, там действительно так было. Вообще, мне, знаете, поведение Трампа, особенно его вот эти вот брачные танцы, когда он танцует, вот эти вот, да, вот это делает. Мне напоминает поведение Миши Поплавского, да. Миша Поплавский тоже, вот помните, юный Орел, я так вот пальцем делал, и Трамп то же самое. Я не знаю, кто из них на кого насмотрелся, но в общем и целом очень похоже. С той только разницей, что у нас Миша Поплавский выше депутата никогда не поднимался, а американцы избрали ухудшенную копию Поплавского в президенты. Очень ухудшенную, честное слово, куда там тому Мише. Да, Миша ничего себе даже, кстати, я ничего против не имею. Так вот, что интересно, значит, вчера газеты начали публиковать такую вещь, что как работают подчиненные с Трампом. Значит, подчиненные с Трампом работают следующим образом. Они сначала никакие его распоряжения, как правило, не выполняют. Да, а зачем? Надо подождать, пока он брякнет еще раз это же самое. Почему? Потому что очень часто он отдает распоряжения, ну, по крайней мере, по словам самих работников, совершенно безумные. И исполнять их это глупость. Это глупость, это очевидный идиотизм. И поэтому они ждут, пока, во-первых, он может забыть, что он там брякнул. Да? Через 5 минут уже забудет, он уже не в курсе дела. Вот. А во-вторых, может, он передумает. Это же вы понимаете. И они ждут повторного, значит, приказания. И только тогда начинают что-то делать. Вот. Как пишут в газетах, негласное правило работы с Трампом – игнорировать его безумные распоряжения. Да, только после повторения они что-то начинают делать. Это вы представляете, то есть какого уровня эти распоряжения, если собственные работники этого не делают. Делают, ждут, пока он это самое, пока он действительно повторит второй раз. Посмотрите вот эту ситуацию с автомобилями сейчас в Соединенных Штатах Америки. Я к самому интересному дальше перейду. С автомобилями, значит, он ввел пошлины на автомобили, когда автогиганты, прежде всего General Motors, схватились за голову в ужасе, что их автомобили станут вообще не конкурентоспособны. Даже не в том, что дело не конкурентоспособны. Они станут намного дороже, станут недоступны большинству американцев, их тупо перестанут покупать, начнется еще, им придется увольнять людей, начнется огромнейший бардак и коллапс автомобильной промышленности. И вот как и со всеми остальными пошлинами, Трамп сначала эти пошлины вводит, потом он говорит, а я их уже вывожу. Нормально, да? То есть очередные пошлины ввел, вывел, то есть, ну, ребята, полный бред, да? То есть видно, что когда он их вводил, ничего, они говорят, все, мы просчитали, это гениальная стратегия. Ну, какая же гениальная стратегия с Канадой? Вел, вывел, вел, вывел, вел, вывел. 3 раза, по-моему. С Мексикой 2 раза. Вел, вывел, вел, вывел. Со всей американской автомобильной промышленностью. Туды-сюды. С Китаем сюды, туды. Со Вьетнамом, по-моему, то же самое. Туды-сюды. Никто не понимает, что делать. 7 пятниц на неделю. Как и с Украиной, конечно, да? Вот. И, ну, жуть на самом деле. Это просто бредятина, то, что он делает. И вот теперь переходим к нашему вопросу, к Украине. Знаете, Трамп вчера заявил, ну, как раз 100 дней, он там давал многочисленные интервью, в том числе и вот это. Как оказалось, Украину спас Трамп. Да. Не Збройні силы Украины, да, не украинский народ, не Зеленский, никто. Никто из них нет, конечно же. Именно Трамп. Трамп спас Украину, да. Как он сказал, интервью, да, ссылка внизу, кому интересно посмотреть. Да, Путин на самом деле хотел захватить всю Украину, но его удержал сам Трамп, да. В то время, наверное, когда играл в гольф, там, в Мар-а-Лаго. Думаю, теперь цитата. Думаю, что он, скажем так, уважает меня. Как вы думаете, уважает Путин Трампа или вытирает об него ноги и ржет над ним в голосину? Думаю, цитата. Думаю, что он, скажем так, уважает меня. И я верю, что
из-за меня он не захватил всю Украину. Его решением было захватить всю Украину. То есть чувак, который стал президентом через 3 года после того, как на нас напал Путин, и стоял под Киевом, ему сдали в рыло. Чувак, который все эти 3 года ставил нам палки в колеса и не давал Соединенным Штатам Америки оказывать нам военную помощь. Помним все эти голосования. Даже не буду сейчас еще раз об этом напоминать, но помним, как по указанию Трампа гасили любую инициативу по предоставлению военной помощи Украине. Джонсон и другая публика, Спарц, и Венс, и вот эта вся шобла. Трамп, который пришел к власти и первым делом остановил нам военную помощь, остановил передачу нам разведданных, наехал на нашего президента, пытался заменить Зеленского на более удобного для себя. Этот чудик говорит, что он спас Украину от Путина. Черное это белое, белое это черное, да. Ну и отдельно, конечно, отдельная вишенка на торте это то, что Путин его уважает и к нему прислушивается. И только вот то, что Трамп там сидел где-то за океаном все 3 года и попукивая громко, что называется, катал там шары гольфа или что там они катали в Мар-а-Лаго, Путин только из-за этого не захватил Киев. Блин, понимаете, самое смешное, что, ну ладно, в Украине так люди посмотрели, покрутили пальцем у виска и как бы сказали, ну бог с ним. Вот, а в Штатах-то ему верят. Вот эти магопитеки, они же просто, они за него там попу готовы порвать. Ну, конечно, очередное заявление, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским, я даже не буду даже об этом вспоминать, потому что понятно одно и то же. Ну и, как говорится, к этому всему нельзя не вспомнить Папу Римского, да, Папу Римского, только не этого, который помер. Вот, а репортер спросил у Трампа, опять-таки, очередная, господи, не знаю, как это назвать, да, репортер спрашивает у Трампа, а кто бы был, вот такой, да, дословно, кого вы хотите видеть следующим Папой Римским? Ну и Трамп вот он ответил буквально через секунду, он даже не задумывался над ответом. Я бы хотел, это цитата, я бы хотел быть Папой Римским. Это был бы мой выбор номер 1. Понимаете, если бы это сказал, еще раз говорю, Михаил Поплавский, который является действующим шоуменом, или Верка Сердючка, например, тоже действующий шоумен, мы бы поржали, сказали, да, ну ты даешь, да, тогда нет вопросов, это весело, да, это хорошо, это шутка. Но прикол в том, что это президент Соединенных Штатов Америки. И знаете, в чем прикол? Прикол в том, что он не шутил, он серьезно так говорил. А другой прикол, это уже за гранью, что, понимаете, вот эту шутку, придурки, которые его окружают, они просто подхватывают на ура. И вот это ужасно, это просто, ну это немыслимо. Особенно, вот есть там такой популист и флюгер, как Линдсей Грэхэм, да? Он всегда за власть. Такая, хорошо, да, я с вами. Приехал сюда в Украину, ой, кошмар, все разбомбили. Завтра приехал, забыл за Украину, уже голосует за Трампа. Понимаете, да? Что он пишет? Сразу после этого заявления Трампа. И таких вот Грэхэмов там много. Или Грэм, его чаще Линдсей Грэм называют. Пусть написано Грахам, но Грам, ладно. Цитата. «Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим папой. Он был бы по-настоящему темной лошадкой в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято». У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов. Ждем белого дыма, Трамп 2028. Вот что все это вот вместе взятое значит? Ведь он это серьезно говорит. Значит, тут несколько моментов. Первое. Он на полном серьезе хотел бы, чтобы Трамп стал Папой Римским. Да. Вот. Ну, понятное дело, что его там не изберут, но к чему это все? Это к тому, чтобы избрали, там есть какой-то епископ из Нью-Йорка. Вот, видимо, ну, вы понимаете.
запрофурсеченный уже из Белого дома от начала до конца. И, видимо, этого епископа именно Трамп и хочет туда, толкнуть, скажите мне, на Папу Римского. Вот. И это такая форма, что, мол, если вы не хотите его, так значит я буду, я вам тут всем покажу. Но это что-то типа этого. Или же второй вариант, это просто дурь очередная со стороны Трампа, которые сразу подхватывают местные популизы, у тех языки, как говорится, высолопленные, они обрабатывают задницу Трампа, точно так же, как Трамп вполне возможно отрабатывает задницу вот этого вот Плешивого в Кремле, да? А все там, как говорится, у них конвейер, вот это популистство работает. Да, и тут же он, видите, ждем белого дыма, Трамп 2028, это с подвойным дном, да, с двойным дном это все дело. И опять он намекает на то, что Трамп должен идти на выборы в 2028 году, то есть сделать обнуляйтинг такой же, как у Путина. Понятно, почему он любит Путина. Понятно, почему он любит китайского Си. Понятно, почему он любит Ким Чен Ына и восторгается ими в открытую. Это же очевидно. Они чхали на законы, они законы подламывают под себя. Красота какая, красота. И посмотрите, вот все, с кем Трамп вот якшается, имеет дело и, скажем, ну я не скажу любит, не любит, но вот уважает их, да. Вот кроме вышеперечисленных персонажей, Орбан, сколько у власти в Венгрии? Тоже 20 лет. Натаньяху в Израиле, фактически диктатор. Сколько он там у власти? Тоже 20 лет. То есть, смотрите, вот если взять вот эту публику, Путин, Натаньяху, Орбан, Си, Ким Чен Ын, да, они все разные. Но что их объединяет? Они таким образом свою страну подмяли под себя, что фактически, ну, являются такими, да, мини-Сталинами у себя, каждый у себя. Ну, Си не назовешь мини. Си это полноценный такой себе, да. Ну, а все остальные вот такие вот. Вот эта публика нравится Трампу. Ну и, конечно, такие вот, как Линдси Грэм, который, да, готов подлизывать просто любому. Он тут же, да, вот прошу, значит, избрать Трампа с тонким намеком, что там же есть епископ из Нью-Йорка, значит, давайте избирайте его. Вот. Но Трампа все же лучше, он был бы одновременно и президентом, и этим, еще и в 2028 мы его сделаем президентом. Вот. А даже если Трамп когда-нибудь умрет, не дай бог, значит, мы за него все равно будем голосовать, потому что он настолько непогрешимый. Да? Я бы уже сказал так вы его сразу, что Папой Римским избираете? Вы его Господом Богом сразу избираете. Вот это тогда будет, да. Вот. И тогда у вас будет, да, уже вот секта как секта, да, нормально. А ведь мага это фактически секта. Потому что вот то, что слышишь, это на уши не натянешь. Все, что вот это мы сейчас слышим, это признаки тоталитарной секты какой-то совершенно сумасшедшей, без мозгов, которые готовы одобрить, голосовать за любое решение своего этого главаря, или предводителя, назовите как президента, шмезидента, резидента, назовите как угодно, да, какое бы сумасшедшее, ненормальное, дебильное оно не было. Ну, соответственно, осталось ему только сейчас там в Конгресс или в Сенат завести своего коня. Есть у него конь или нету, кстати, да. Вот. Ну, если коня нет, ну, может занести туда свою палку для гольфа вместе с мячом и сделать их сенаторами и конгрессменами США. Мага все одобрит.